конечно, похитун. Он, товарищ генерал. Вольно. Ну как, все видели? Так точно, товарищ капитан. Вопросы есть? Разрешите? Слушаю вас. Скажите, вот я смогу так здорово выполнять фигуры? И когда? Примерно, конечно. Когда? Лет через 5-10. Примерно, конечно. Виноват, товарищ капитан. Ну зачем же? Курсант Букеев уже летчик. Продолжайте работу. Есть? Ну что, товарищ техник, а? Альбатрос 25. Взлет разрешаю. Василий, здорово. Твой? Мой. Альбатрос 17. Повторите задачу. Мирно! Вольно. Продолжайте работу. Курсант Лавренец. Есть курсант Лавренец. Вы, кажется, готовите доклад об участии Альбатрос комсомольцев 47. Выруливайте в на старт. освоении целинных земель. Так точно. Тогда посмотрите, как осваивает целину комсомолец Коренюк. Товарищ капитан, экипаж самолета номер 6 готовится к полету. Вижу. Ну, а теперь повторите эту небылицу, да погромче. Экипаж самолета номер 6 готовится к полету. А не послать ли, товарищ комсорг, за подушкой для курсанта Коренюка? Ну, где вы находитесь? На военном аэродроме или в гостях у бабушки? У меня нет бабушки, товарищ капитан. Отставить разговоры. Вы готовы к зачетному полету? Так точно, товарищ капитан. Выполняйте. Слушаюсь. А это что? Звезда, товарищ капитан. Это поскольку я налетал на реактивном самолете 25 тысяч километров. Вы что, шофер такси? Разве вы не знаете, что звезда на фюзеляже обозначает сбитый самолет противника? Сойдите. Есть стереть. Шофер такси. Звездочки рисуешь? Ага. Будильничек тебе нужен, Соня. Опять городской сад. Да какой там сад? Надю я встречал ночным пароходом. Надя? Нет, правда? Надолго? Брось. На нас там эти кудри, брат, и все прочее, они не действуют. Мы сами с усами, правда, Володя? Это ты о чем? Серьезно? Да на 2 месяца приехала, на практику. Кто? А это у него спроси, я не знаю. Товарищ Лавренец, кто же она? Ну, ты ее не знаешь. Да сестра моя. А? Курсант Коренюк. Кто? Я? Первый? Ну, что ты испугался? Давай быстрее. Испугался. А вот посмотрите, что может шофер такси. Ладно, расхвастался. Садись скорее в самолет. Альбатрос 6. Я школа. Взлет разрешаю. Взлетел хорошо. Вот и лихо пошел. Кто? Коля. Правильно, Коренюк. Молодец, Коль. Пойдем, Володя. Смотри, что он делает? Что за карусель в воздухе? Сей курсант. Мой, товарищ генерал. И задание ваше? Никак нет, товарищ генерал. Прекратить полет. Есть. Соня. Вот я и получил 5. Курсант Лавренец. На старт. Пойдем, Володя, пойдем. Какое у вас было задание? Глубокие виражи. 2 левых и правых двойных переворота через крыло, 6 боевых разворотов. А вы что сделали? Выполнил задание и попробовал вертикальный штопор. Ну как же вы сами расцениваете свой поступок? Явная глупость. Курсант Лавренец. Виноват. Повторите задачу. Задача 4, упражнение 5. Последовательность выполнения.
2 глубоких виража, спираль до высоты 800 метров. В задней кабине курсант Букреев. Какая дана мера взыскания? Никакой, товарищ генерал. Я поговорил, и курсант меня понял. Как же так? За явную недисциплинированность и лихачество вы не налагаете взыскания? Я полагал, товарищ генерал... Продолжайте. Я полагал, что, затребовав меня из строевой части, вы поручили мне воспитание летчиков, даже асов, а не... Задача училища – воспитывать летчиков. И, как вы сказали, асов. Но любой летчик должен отчетливо понимать слово «дисциплина». Я уважаю смелых людей. Но эта смелость – пародийное понимание героических традиций нашей авиации. Прошу вас подумать об этом. Есть, товарищ генерал. Вась, Вась, Ну, ну как? Влетела, а? а тебе не влетало? Бывало, конечно. Ну, то-то же. Товарищ капитан, Слушаю вас. ваш Мой. хороший будет летчик. Кто? Курсант Лавренец. Поднимаюсь в небо синее, не один сижу в кабине я, всюду любимая со мной. Мне судьба ее доверена, потому лечу уверенно я над бескрайней весной. Закрой! Утерян. Так точно, товарищ старшина, утерян. Безобразие. Как же это может? Казенное имущество. Шлемофон. 95 рублей 83 копейки стоит. Такое нарушение впервые в нашем училище. Это сделали вы. Товарищ старшина, я же летел пассажиром. Ну, пошли на посадку. Пассажиром или нет, а летчику в полете всегда надо иметь голову на плечах, а на голове шлемофон и обязательно в застегнутом виде. Ясно? Ясно, товарищ старшина. Место засекли? Что? Место засекли? Какое место? А, вы думаете, что шлемофон можно найти? Найти, товарищ курсант, можно все. А потерять матросу нельзя ничего. Ни сметки, ни умения, ни терпения. О, так что вы человек молодой, прогулочка вам не помешает. Получайте увольнительную. Товарищ старшина, тут километров 8-10 далеко. Что близко, то достанешь рукой, а что далеко, приходится этой самой вышеупомянутой головой. Ясно? Ясно. Решите идти. Изи. Груши еще не созрели. Простите, я не понял вас. Как вам не стыдно? Вы в форме и вдруг как мальчишка на дерево.
Простите, вот теперь я вас понял. Я вам сейчас все объясню. Дело в том, что утром я летал над этой грушей. То есть не совсем над грушей, а над всем этим районом. В общем, это длинная история. Длинные не совсем складные. Слезайте уж. Нет, я не слезу. Вы думаете, я полез за грушами? Уверяю вас, нет. Вон мои товарищи. Они могут подтвердить, что это недоразумение. Коль, Олег, объясните ей. Гражданка думает, что я полез за грушами. Ну что вы стоите, как истукан? А мы вас, товарищ, первый раз видим. Кто вы? То есть как это кто? Это Тарзан? Послушайте, я не знаю, как вас зовут, но это не важно. Я полез на вашу грушу за шлемофоном. Вот. Свежо предание. Довериться с трудом. А эти, друзья, однополчане. Тарзан главное. До свидания. Постой, ты как сюда попал? Да пошел за шлемофоном. Иду, слышу на дереве ворона. Крррр, крррр. Смотрю, висит. Чудеса в решете. Извините меня, товарищ. Букреев. Надя. Очень приятно. Здравствуй, Алекса. Здравствуй, Надя. С приездом. Спасибо. Надолго? На все лето, как в прошлом году. Не забыл? Ну, как не стыдно так говорить. Ну, милости прошу в хату, будем пить чай. С грушами. Довольно. С яблоками. Прошу. С лимоном. Честное слово, с лимоном. Так мені не хочеться, і сон мене не бере. Ой, нікому пригорнути молодого і мене. Нехай мене той голубить, котрий щиро мене любить. Нехай мене той кохає, хто кохання в серці має. Ох, ха-ха-ха, хто кохання в серці має. Ох, ха-ха-ха, хто кохання в серці має. Прошу к столу. Простите, вы пение преподаете? Или... Ох, да! Ну что вы, физику. Вот посмотрите. Вот это мой первый урок. В газете? Как видите. Вот когда вы женитесь, и у вас будут дети, вы их мне можете доверить без риска. Он никогда не женится, Надюш. Он только в воздухе отчаянный, а на земле... Как это? Де ніч, бува, зітхає, де дівчину виглядає, а як прийде чорноброва, то не зв'яже він ні слова. Ох, 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 то не зв'яже він ні слова. Да ну тебя. Значит, вы учительница. Да, А вот это кто? а это наш отец. Ну как, бригадир, с уловом? Рыба плавает глубоко, а мы мелко. Лучше надо разведывать. Будь здоров. Бывай. Твой отец. Что с тобой? Батя. Ну, где? Ну, здравствуй, дочка. Здравствуй, Саша. Здравствуй. Приездом. Спасибо. Похорошела. Здорово. Здорово. А вы что вскочили, молодые люди? Здравствуйте, Максим Платонович. Что я, генерал? Букреев. У меня последний чин меньше того, что у вас осенью будет. Седайте, седайте. Да нет, нам пора. Службу любит точность. А, то верно. Да. Вот ему бы эта думка почаще в голову приходила. Это хорошо, сынок, что ты астрономией интересуешься. Что моряку, что летчику нужнейшие вещи. Иду, понимаете, а он стоит в садочке, я так на звезды глазеет. Ну, не оторвется. Молодец, ей-богу. Минуты не теряет без практики. А это не с вами он стоял? Никак нет. Ну, то есть мы действительно оба выходили. Так, оба, говорите. Ну вот, Надюша, а мне показалось, что то Галька с ним была, соседка, от старости.
Да ну что вы, батя. Вот вы лучше расскажите Наде, как у нас лов в колхозе идет. Понимаешь, Надя? Год плохой. Да. Ну, не клюет. Не клюет. Ты бы вот лучше, сынок, доложил сестре, как у тебя в этом году в училище. Клюет, чи не клюет. Так ведь училище, батя, это военная тайна. Мы проводим тренировку на земле для того, чтобы правильно и безопасно выполнить полет. Нарушая эти правила в воздухе, летчик подвергает себя опасности, а это нам ни к чему. Курсант Коренюк, повторите еще раз упражнение номер 3. Есть повторить упражнение номер 3. Повторяю из пройденного курса. При катапультировании в воздухе автоматически отделяются фонарь от самолета, сиденье от кабины, летчик от сиденья. После чего парашют раскрывается, и летчик в безопасности. Курсант Букреев. Есть. Повторите последовательность работы летчика при катапультировании. Курсант Лавринет к учебному катапультированию готов. Выполняйте. Есть. Приготовиться к прыжку. К прыжку готов. Снять предохранитель. Предохранитель снят. Рычаг 0. Прыжок. Алекса, А? ты пойдешь сегодня в город? Пойду. Только извини, Володя, я сегодня предпочитаю одиночество. А ты? я тоже. Да? Ага. Ну, добро. Как прыгнем еще раз? Пойдем. Пошли. Как это должно быть приятно летать. По-моему, полет — это высшее проявление человеческого ума. Правда, Володя? Ну, летчику нетрудно с этим согласиться. Тогда скажите, что вы думаете о моем брате? Каков? Колька? То есть Коля? Прежде всего, он летчик. Талантливый летчик. Он был бы лучшим из нас. Но, понимаете, как бы вам сказать, он озорной приморский мальчишка. И это хорошо. Нет, Володя, это нехорошо. Это не хорошо, а плохо. Это легкомыслие и лень. Именно то, чего я решительно терпеть не могу. Ну, это уже заговорила строгая учительница. А я и есть строгая учительница. И очень жалею, что не могу быть ею в ваших классах. Я тоже об этом жалею. Мы так редко встречаемся. Володя, я говорю серьезно. А вы думаете, я нет? Вот с того дня, как я увидел вас... То есть, когда я вас увидела на груше? Ну, не смейтесь надо мной. Я не умею так ловко говорить. Я знаю, что я умный. Но разрешите мне чаще видеть вас. Не надо, Володя. Что вы делаете? Луна, молодой человек, значительно выше. И вся астрономия имеет свое место в небе, а вы смотрите в море. Сейчас, одну секундочку. Что вы там увидели? Он, она и Луна. Классическая тройка. Очень редко мы встречаемся, только встретимся, прощаемся. В этом беды особой нет. Чувство верностью испытано, а любовь у нас рассчитана. Настал на 1000 лет. Звезды сияют, море синеет, ясен и чист небосвод.
Светает небо синее, не один сижу в кабине я, всюду любимая со мной. Мне судьба ее доверена, потому лечу уверенно. Я над бескрайними А хорошо жить на свете. Хорошо. Вот, товарищ старший лейтенант, прочитал. Скоро на Луну ракету пустят. А там не написано, что ведет ракету летчик первого класса Н. Коренюк. Да вы не смейтесь, ребята. Я же правду говорю. Атомную станцию построили? Построили. А это значит, что какой-нибудь столетний дед, который еще лучину помнит, прикуривает, будьте любезны, Беломор от электроплитки, работающей на атомной энергии. А мы же летчики-реактивщики. От нас же все ближе. Мы вот такие дела увидим, что просто... Верно, Лекса? О чем разговор? Вот Коренюк на атоплане на Луну собирается. Не может быть. На счастье. За счастье. Все возможно. Только иногда бывает так, что и на атоплане до счастья не долетишь. Товарищ комсорг, комсомолец Коренюк, это ваш? Да, мой. На обложке Коренюк, заметил. На первой странице конспект по метеорологии. Запомнил. На второй странице я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Вот тебе метеорология, товарищ комсорг. Ясно? Ясно, товарищ старшина. Я помню чудные мгновения. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Привет. Алекса, ты где пропадаешь, дружище? Дружище? И это ты называешь дружбой? Ты отбил у меня Надю. Кто? Я? Да. Слово глупое отбил, но я иного сейчас не нахожу. У меня внутри все кипит. Я ее давно люблю. Слышишь ты? Я понимаю, мы с тобой друзья и все такое, но я буду драться. На дуэли? Ты только не остри. Я думал, ты меня поймешь правильно. Тебя я понимаю. А что ты, собственно, от меня хочешь? Уж если на то пошло, я тоже ее люблю. Не говори глупости. Ты с ней только что встретился. Ну что? А наши отношения проверены временем. Я люблю ее 2 года. А на тебя так это молниеносно налетела и также молниеносно слетит. Не говори. Я вообще могу не говорить. Это ты затеял этот разговор. Попробуй закончи. А я не хочу кончать. Разговор только начинается. Понятно? Я сам поговорю с Надей. Товарищ Лавренец, как вам нравится этот конспект? Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам, бегущим бурною чередою. С любовью лечь к ее ногам. Это что, тоже метеорология, а? Это Пушкин. Не может быть. Точно. Не может быть, я говорю, чтобы это Коренюк написал. Ясно, что это Пушкин. Если бы товарищ Лавренец, это другое дело. А почему я? Потому что неоднократно были мною замечены на берегу моря с одной девчиной. Это в прошлом году. Оставьте, товарищ старшина. Что случилось, товарищ Букре?
Наверное, она ему налево кругом скомандовала, а? Очень редко мы встречаемся, только встретимся, прощаемся. Надя! Что с тобой? Что со мной? Я пришел спросить об этом у тебя. Что со мной? Почему ты так переменилась ко мне? Я в чем-нибудь виноват? В чем? Сколько восклицательных знаков. А если проще? Проще? Неужели так просто? Сегодня быть с одним, а завтра... У тебя нет оснований так со мной разговаривать. Не то, говорю, не то. Прости меня. Надя, я никогда не говорил слов, которые так дороги. Ну, разве ты не знала, что это так? Ты всегда относилась ко мне сердечно. Так почему же такая перемена? Алекса, милый, я никогда не думала, что это так серьезно. Но мы встречались, переписывались. Но разве это было любовью? Это тебе показалось. Мне это показалось на всю жизнь. Ну зачем ты так говоришь? Ведь сердце выбирает по-своему. И может быть не всегда лучше. Надя, Надюша, дорогая. Ничего не было. Алекса, проходит время, и мы перестаем быть детьми. И все, что нам тогда казалось любовью, становится только дружбой. Так почему же нам ее не сохранить? Дружбой? Ты предлагаешь мне дружбу? Я впервые в жизни полюбил тебя. И буду любить. Слышишь? Смешно. Ну и пусть. Алекса! Кончай работу! Отловились! Полный вперед! Вітер колише трави шовкові ніч кругом. Глянь, моя мила, зорі повисли над Дніпром. Серце так б'ється, щастя під нами тут само. Разом дорогою зоряно ясною ми йдемо. За садами спить наше місто Пеоня, низько над нами враз пролетіти прийдуть. Пахнуть покоси, сядем на сіні пізні час. Я українець, а ти росіяночка, дружба нас. Зорі, там калину, Ти поглянь, кохана, зорі, світять путь на весну. стає беззоря рум'яною. Юність, повне щастя без краю, люба мила, краще тебе не знаю. Разом, кохана, ідемо разом, Вітер колише трави шовкові ніч кругом. Глянь, моя мила, зорі повисли над Дніпром. Серце так б'ється, щастя над нами тут само. Разом дорогою зоряно ясною ми йдемо. Хорошо летят чертяки. Вижу по курсу баркас нашего колхоза.
Как им не стыдно? Гармонь утопили. Тульскую. Сколько плаваю, я такого не видывал. Володя, видел? Ну? Кто-то в море упал. В море упал. В море упал, вытащил, дал тебя вряд ли. А ведь меня за это выгонят. Совсем выгонят. Генерал из училища, а батька из дому. Ох, пропал, совсем пропал. Хоть якорь на шею да в воду. Да брось, брось, заныл. Ругать-то вы все мастера, вот помочь так некому. А что капитан говорил насчет выручки? Эх, друзья называются однополчане. А как бы ты поступил на моем месте? Я? Да. Да случись такая история с тобой, я... Ну что я? Что? Поперхнулся. Капитан идет. Кто? Я, товарищ капитан. И не подумал бы, что именно вы, курсант Букреев, способны на подобное хулиганство. Что ты сделал? Это так ты понимаешь взаимовыручку? Какая там взаимовыручка? Как ты не понимаешь, тебя выгонят из училища, а меня нет. Я за все время обучения не имел ни одного взыскания. А ты должен остаться в училище. Ты родился летчиком. За нарушение летного задания и допущенное хулиганство в воздухе курсанта Букреева арестовать на 10 суток с содержанием на гауптвахте. Начальник училища генерал-майор авиации Назаров. Направо! Шагом! Марш! Нечего сказать, отличник. Глупейшая история. Глупейшая история? Мальчишество и хулиганство. Вот что это. Конечно, хулиганство. Пошли, Ну вот, получил 10 суток и все. Да брось, тебе же совсем не весело, я же вижу. Унывать не собираюсь. А думать 10 суток и все. Да кого мы, собственно, обманули? Ведь себя. Опять то же самое. Да, Володь, ну я серьезно. Ведь стыдно, тебе же стыдно, я же вижу. Взялись за гуш, надо тянуть. Другого выхода сейчас не нахожу. Впредь будем умнее. Ты мне вот что скажи. Наде, твоей сестре, расскажут, как думаешь? Ну, конечно. Эх, Володя, Володя, не выручил ты меня, погубил. Можешь ты мне толком объяснить, как это произошло? Ты войди в мое положение. Я комсорг звена. И я обязан буду разбирать это дело. Алекс, ну не сейчас. Лучше проводи меня к штабу. Очень редко мы встречаемся. Володя, ты воздушный хулиган. Ты опозорил звание советского летчика-реактивщика. И гармонь утопил Галькину. Написала? А что, между нами все кончено? Навсегда. Тоже написала? Все написала. О, молодец. Давай передам. На, вот оно. Что с тобой, Наденька? Ой, Галочка, люблю его, понимаешь? Люблю. И ничего с собой поделать не могу. И все забыла, простила. Ой, какие мы дуры, когда влюбляемся. Правда? Правда.
А вот это на, передай. А ты почему ревешь? Ой, дура мы, дура. Ты-то еще ничего себе, а я круглая. Люблю Кольку. А он, видел, в последние дни какое слово со мной не скажет. Он за Володю переживает. Жалко, конечно. Но все равно, будь на его месте Колька, я бы написала ему, что между нами все кончено. А как же? Им за бабка, а мы плачем потом. Неужели ты его так любишь? На край света за ним. А он? И он, кажется. Наденька, подружка моя, я везде пройду, а письмо передам. Галина Дмитриевна, у вас? У нас, заходи. Старшина Клочко. По поручению начальника училища генерал-майора Назарова приказано вручить товарищу Гончаренко. Я. Галине Дмитриевне. Гармонию. Одну. Тульскую. Прошу вас расписаться. Ой, спасибо. А от себя добавлю. Это, конечно, безобразие. В чем безобразие? Как в чем? Факты пикирования на баркас, потопление гармонии, нарушение Да устава... подожди. Вот зачастил-то. А может быть, я не считаю это безобразием? Галя, перестань. Да-да, не люблю таких правильных и шустрых. Вот. Пожалуйста. Ой, можно попробовать? А как же? Пожалуйста. Можно, поскольку расписка дана и получена по всей форме. Играйте себе на здоровечко. Прошу вас. Трогательно играете. Вы же настоящий артист. Вы вполне можете выступать на международных фестивалях. Надя, можно вас на минутку? Можно. Выйдем. Я хочу поговорить с тобой. Знаешь, сядем. Надя, я не понимаю всей этой истории с Баркасом. Это так не похоже на Букреева. Но не в этом дело. Его могут исключить из комсомола и из училища. Словом, это все произошло с Баркасом вашего отца, Максима Платоновича. Может быть, он поговорит с нашим генералом. До свидания, Спасибо, Алекс. Спасибо. Простите, пожалуйста. Товарищ Лавренец, нам пора. Да, верно, пора. Честь имею кланяться. Ну, прощай, Надя. Прощай. А помнишь, как ты потеряла это кольцо? Да. И мы вместе долго искали. Все. Что с тобой? Ты плачешь? Вот новость. Нет, ничего. Просто так. Настроение. Да что вы за люди такие? У нее настроение, у Кольки настроение. Не поймешь, душевно он страдает или зуб у него болит. А, ну вас. Эх, дочка, перемелется мука будет. После шторма всегда погода. Ну вот, ложись, спи, а я в садочке полежу. Только любишь крепко в юности, научись свою любовь нести, крылья расставь,
Ну что ты надулся, как мышь на крупе? Сел и сидит. Сидит и молчит. Ой, молчит и вздыхает. Слушай, Галя, можешь ты тайну беречь? Могу. Да что за глупости? Мы с тобой комсомольцы, сказано все. А что с тобой, Коленька? Да какой я комсомолец, если не Букреев пикировал на Баркаса? Ты? Хотел тебя сфотографировать. Ой, значит, ты всех обманул. Ты и Букреев. Да Букреев благородный человек. А у меня все мечты рушатся, все задумки. Да мне что жить, что летать, ведь все одно. Слушай, Галя, ну посоветуй, что сделать, а? Как поступить? Молчать. Молчать, как рыба. Рыбка моя. Молчать? Угу. А знаешь, что один философ сказал? Если хочешь познать истину, спроси совета у жены и поступи наоборот. Ну, знаешь, это еще неизвестно, какой философ сказал. И судя по его отношению к женщине, это не философ, а ноль без палочки. О! А потом я тебе еще не жена. И не буду ею до тех пор, пока ты не станешь летчиком. Как думала, как мечтала, что ты будешь вроде Валерия Чкалова или хоть Полина Осипенко. А теперь что? Выгонят, если признаешься. Выгонят. Кто там? Никого. Коленька, миленький мой, сердце мое, альбатросик. Пойдем, я тебя провожу до самого училища. Поцелуй 100 раз, только молчи. Коль, ты правда меня хотел сфотографировать? Да правда. Ух, здорово. Кто там? Вы отец? Я, дочка. Воды неси. Дай-ка. Седай. Плохо мы, Надежда Максимовна, выполняем заветы матери нашей покойной. Коля. Он. Что она нам приказывала? Построже вы с ним, построже, а мы... Не Букреев пикировал на Баркаса, а наш Колька. Не Букреев? Да, признаваться не хочет. Значит, хулиган и трус. Эх, дочка, молодая ты, но и у тебя будут дети. Так знай, нет для отца, матери большего горя, чем дети калеки. Характером калеки. Натурой. Отец. Нет, гнать его надо. Не место ему во флоте поганцу. Флот чистоту любит. К генералу пойду. Так, значит, думки у тебя сегодня горькие, Максим Платонович. Горький, Федор Федорович, горький. Да и твоя тут беда. Николай мой сын, а курсанты твои сыновья. Так? Так. Вот ты скажи мне по дружбе, что же оно получается? Мы детям всю жизнь отдаем, а они, может, отцы мы неправильные, а? Лишнее говоришь. Не будем судить поспешно. Не знаем мы с тобой, как они там судили, рядились с Букреевым и чем руководствовались. А летчика Коренюка Николая раньше времени позорить никому не позволю. Не мой он и не твой, а государственный. И нам с тобой его уважать. Не могу я его уважать. Гнать его надо. Ну, хлопец такой, что легче авиацию от него отставить, чем его от авиации. А нам с тобой головы вешать нечего. Что у нас с тобой, похуже, что ли, не бывало? Ох, и хитрый же ты, Федор. Тактик, стратег. Надежда? Надежда. А у нее какая резолюция насчет брата? Молчит, но она, Федор Федорович, Надежда Коренюк. Ясно. Ну, пошел. Ну что ж,
Разберемся. Во всем разберемся. Только это времени требует, терпения и молчания. Особенно ты помалкивай. Договорились? Разрешите, товарищ генерал? Войдите. Садитесь, капитан. Благодарю. Ну, ваше мнение о подвиге курсанта Букреева? Поступок Букреева, товарищ генерал, для меня непонятен. Букреев дисциплинированный и серьезный курсант, в личном деле которого не записано ни одного взыскания. Что вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что как воспитатель я, очевидно, не все понимаю. Да, воспитание вопрос трудный, сложный. Это не арифметика, а я бы сказал, высшая математика. Но в данном случае я тоже не все понимаю, капитан. Дело в том, что Букреев и не думал пикировать на Баркас. Да. И наша с вами задача понять, почему он сел на гауптвахту за другого. За другого? Да. Неужели Коренюк? Он. Таким образом, нам надо понять еще одно. Почему курсант Коренюк решился на обман? О чем вы задумались, капитан? Простите. О высшей математике. Ну вот и прекрасно. Для этого-то я вас и вызвал. Разрешите идти? Есть. Замполита дайте. Сергей Павлович, зайди ко мне, пожалуйста. А ведь, пожалуй, Сергей Павлович, ты был прав. В чем? Вопрос с Букреевым гораздо более сложный, чем нам кажется, и его следует обсудить с комсомолом. Я тебе сейчас расскажу. Да, слушаю. Выполняйте. Сообщают, ожидается большой силы шторм. Что вы, деду, такого моря не видели? Ваша правда, деду. Как на беду, так и в башке палец сломаете. Полный вперед!
Товарищ Коренюк, сидите, сидите. Я вас не разбудил? Нет, товарищ капитан, не заснуть мне. Это хорошо. Спать на вашем месте мог бы только бессердечный человек, Пень. Разрешите, товарищ капитан? Да-да, пожалуйста. Да, товарищи, а вы знаете, что наш генерал воевал в этих местах? И хорошо воевал. Кстати, вместе с вашим отцом. К чему вы это, товарищ капитан? Я говорю это для того, чтобы вы помнили о том, что Максим Платонович, ваш отец, это морская косточка, и он будет драться за жизнь экипажа и за жизнь своей дочери как следует, по-матросски. Товарищ капитан, ну какие же мы летчики, почему не летим? Там же люди гибнут, женщины, сестра, отец. Товарищ Коренюк, вы что же думаете, командование не понимает вашего волнения? Понимает, Коля, понимает. И уже принято решение. Товарищи курсанты, с целью спасения рыбаков командование назначило полеты по маршруту в море. Желаю удачи. По машинам, по машинам. Альбатрос 9. В квадрате 40 терпят бедствие рыбаки. Как поняли? Прием. Квадрат 40. Обнаружены рыбаки. Как поняли? Прием. Прикажите капитану Шухитуну вылететь в квадрат 40 и снять рыбаков. Есть. По местам. Есть по местам. Что-то вы, батя, все отворачиваете от меня. И у вертолета я заметил, и сейчас. Ты не солнце, а я не подсолнух, чтобы за тобой поворачиваться. Ну, конечно, я не солнце. А только натревожился я за вас все эти дни. Тревожился? Да я за тебя всю жизнь тревожился. Ночей не спал. А вышло что? Коренюк. Мокрая курица, а не Коренюк. Ну, знаете, батя, не знаю, за что вы меня прорабатываете. А может, я такое сделаю, что и пожалеете. Коренюк главное. А вот увидим. Что-то надумал, клятый хлопец. Так и закипает, так и закипает. Тише. Да я тише мыши. Тише кого? Тише мыши. На, Коленька, мухи. А я пойду вареники лепить. А то она после того несчастья ест, как угорелая. Бедное дитя. Дитя. Ой, кто там? Коленька, рыбка моя. Ой, а меня все кидает. Все бросает во сне, как на волне. И все время есть хочется. Ой, натерпелась я, Коленька.
Я, если хочешь знать, из-за тебя натерпелся. Молчи, молчи. Вот и намолчался. А что случилось, Коленька? А то, что сегодня вопрос об Укрееве будет разбираться на комсомольском бюро. Из-за меня. Ясно? А что ж теперь делать? Что делать? Просить совета у жены и, как это, поступить наоборот. Но Коренюк, чтоб ты знала, прежде всего Коренюк. А уж потом Альбатрос-6. Ясно? Вот так и будет, рыбка моя. Ну, ложись, спи. Мать сейчас вареников приготовит. Ой, что будет? Ой, что будет? И я в этом виновата, я. Одевайте, побежали. Разобраться в этом нужно внимательно и строго. Поступок курсанта Букреева заслуживает... Букреев не виноват! Тащите! Не перебивайте! Прошу слова. Я тебе слова не давал. Пусть говорит. Не Букреев пикировал на баркас, а я. И я хочу вам рассказать, как все это было. Да не могу я вас пропустить, девушки. Абсолютно исключаю. Но мы комсомолки, мы только послушаем. Точно. Как комсомолки вы можете быть на любом комсомольском собрании, но не здесь. Здесь воинская часть. Все абсолютно секретно. А то, что ты за Настей ухаживаешь из нашего колхоза, это тоже абсолютно секретно. Настя здесь ни при чем. Настя сама по себе, а я на службе сам по себе. Как же? Извините. Присмотри за гражданкой. Нельзя исключать, товарищи. Не согласен. Оба виноваты. Да. Исключать? Нет. Выйди сюда и скажи. И выйду, и скажу. Ты аргументируй свое выступление, меньше руками размахивай. Руками размахиваю? Да. Двумя. Да. Почему двумя? Потому что руки как товарищи. Куда одна, туда и другая. Одна другой в беде всегда выручает. Так и они, Коренюк и Букреев. Они же друзья, товарищи, однополчане. Одна другой всегда помогать, выручать должен. Как две руки. Все. Руки руками, товарищ мгелатцы, а голова головой. Говорите громче. Могу сказать громче. Разрешите я отсюда скажу? Да, пожалуйста. Так вот, что я хочу сказать, товарищи. Стою я, предположим, на посту возле порохового погреба. А рядом у моего кума дорогого, или у тещи родной, или у самого близкого товарища корову воруют. Так что же я должен бросить пост и куму помогать, за вором бежать и корову выручать? Нет, ты сразу головой подумай, где ты стоишь, кто ты такой, а потом давай волю руками и ногам. Организм всей армии треба в дисциплине держать, ясно? А ведь это верно, товарищи. Просто, но верно. Разрешите? Почему случай с Коренюком и Букреевым привлек всеобщее внимание? Давайте разберемся. Букрееву, видите ли, показалось, что только он один понимает, что спасаемый им Коренюк будет отличным летчиком. Вздор! Это понимают все. Причем же тут боевая выручка, честь, напоминаю, офицерская честь, комсомольская честь. Ведь Коренюку и Букрееву осталось всего несколько недель до получения офицерских погон. И разве совместимы честь и трусость? А Коренюк долгое время не имел мужества признаться. Разве совместимы честь и обман? Они оба нас обманули. Обманули. А ложь, что уголь, не обожжет, так измажет. Нам интересно знать, что думают об этом Коренюк и Букреев. Володя, скажи ты. Разрешите слово. Товарищи, мы свою вину понимаем. Оба понимаем. И я скажу больше. Человек, обманувший товарищей, коллектив,
может обмануть и Родину. Но ведь мы, он и я, разве вы нас не знаете? Наша жизнь неотделима от авиации, от комсомола. Конечно, мы заслужили сурового наказания. Но я прошу оставить меня в комсомоле. И я прошу. Хорошо сказал. Трогательно. Товарищи, мы выслушали всех, и нам нужно принять правильное решение. Мое мнение. Первая наша заповедь – защищать свою родину, мирный труд ее людей. Можно ли доверить это святое дело Букрееву и Коренюку? Да, можно. Их проступок заслуживает сурового наказания. Но я считаю, что исключение из комсомола – крайняя мера. Предлагаю ограничиться только выговором. Строгим. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы объявить комсомольцу Коренюку строгий выговор, прошу поднять руки. Единогласно. Кто за то, чтобы объявить строгий выговор комсомольцу Букрееву, прошу поднять руки. Ой, Наденька, ну так все хорошо, просто не ожидала. Отставлен в училище. А Володя? Ему выговор. Так чему ж ты радуешься? Ура, ура, я летчица. Извините, побежали. Вылитая Настя. А? Как ты мог, Володенька? Ты совершенно не подумал обо мне, не посоветовался. А поступил глупо и смешно. Наденька. Да, смешно. Надь. Я понял. Честное слово, понял. Ну, сколько можно человек казнить? Вот здесь совсем другие слова. Нежный. Ну, прости меня. Помилуй. Милую, как учительница. И только потому, что у тебя скоро экзамен. Я Альбатрос 9. Выхожу на цель. Передавайте. Альбатрос 9, цель поражена, попадание 90%. Альбатрос 9, цель поражена, попадание 90%. Захожу на цель справа. Альбатрос 6. Альбатрос 6. Задачу выполнил отлично. Задачу выполнил отлично. Рано открывайте огонь. Альбатрос 15, заходите в бой. Берите клещи. Я Альбатрос 15. Вас понял. Захожу справа. Курсантов 3-й летной группы оцениваю отлично. Ясно, ясно. Генерал, вас. Слушаю. Товарищ генерал, в квадрате 100 самолет-нарушитель. Высота 4000. Курс вест. Дежурное звено вылетает на перехват. Ясно. Продолжайте вести наблюдение. Я Альбатрос 6. В квадрате 100 обнаружен самолет-нарушитель. Прикажите нарушителю следовать за вами. Есть. Вас понял. Что такое? Мы влипли. Истребитель над нами. Истребитель. Кажется, он не видит нас. Спокойствие. Мы должны убраться отсюда. Я меняю курс. Стоп. Спокойствие. Я сейчас высажу пассажира. Он заметил нас и приказывает садиться. Отвечайте, следую за вами. Пулеметы к бою. Пусть примет сигнал. Приготовиться. Огонь!
Возможно, я не так поняла. Или тут опять военная тайна? Но ты мне скажи, почему не стрелять? Почему сразу таранить? Штафирка, темнота штатская. Человек израсходовал боекомплект. Идет с полигона, так чем тут стрелять? Вот и того, таран существует. Раз и... Конечно. А что ж, дулю ему показывать, что ли? А ты помолчи. Разговор о воинском долге идет. А у тебя одни хахоньки на языке. Плечо-то болит? Да боль, батя, перетерпится. А вот вы мне лучше про другое скажите. Бывало у вас так, чтобы за 1 минуту вся жизнь промелькнула? Так, а как же? Вот десант высаживался, тонул я. Так все вспомнилось. Вот. Именно все. Иду на таран, а передо мной мама. И нарушителя вижу. И мать мне усмехается. Море шумит, и Надька бежит с косичками. Потом раз, галстук мне вручают, пионерской. Школьные товарищи промелькнули. Велосипед почему-то. А вы, батя, мне толкуете: поступай, Колька, в летчики, не пожалеешь. Вот. И так ясно все увидел, забыть не могу. А верно, Коленька, они летели, чтобы диверсантов сбросить? Ну, эти уж не летать не смогут, не ползать. Ой, рыбка моя. Доктора нету? Нет, лезьте в окошко. Да нет, я на минуточку. Я загадку хотел задать. Ну-ка. Можно? Да. Когда это бывает? Курсант портит обмундирование, а старшина радуется, а? Не знаете? А я знаю. Когда в кителе нужно дырочку сделать. Ясно? Товарищи выпускники, поздравляю вас с окончанием нашего училища, с присвоением звания офицера и летчика морской авиации. Товарищи офицеры, помните, что вы призваны охранять мирный труд нашего народа. Желаю вам счастья и успеха в жизни. Будьте достойны славного звания советского офицера. Служим Советскому Союзу! Так что прощайте, Надежда Максимовна, и прошу вас верить, что мы с Володей всегда останемся хорошими друзьями. Всегда. Спасибо. Значит, вы, Алекса, на юг. На юг. Разрешите писать? Обижусь, если не напишете. Хорошо. Ну, Володя, отвернись. Ну, отвернись. Всего хорошего. Всего. Володя, дружи с ним, он хороший. А я? Ты? А ты знаешь, я никогда не думала, какой ты. Ты единственный. Этого довольно? Этого много. Очень много. И мало. Я не хочу быть единственным долго. Я хочу быть с тобой. Всегда. Весной. Повтори еще раз. Весной. Еще раз. Весной, глупый мой. Смотри там, лучшие девчины из колхоза увозишь. Глаз не спущу, батя. До свидания, дочка. Ну, будь здоров. Счастливо, батя. Товарищи офицеры! Становись! Внимание! Старшина Клочко будет речь держать! По машинам! Есть по машинам! Матросы, счастливо! Возьмите. Спасибо!
спасибо. Не за это благодарить надо. А за что? Ага. Кто Володю послал шлемофончик искать? Я, старшина Клочко. О. Полетели птенцы из родного гнезда. Жаль. Стариковское это, впрочем. Признаться, и мне жаль. С другой стороны, ведь и мы там летим. Вы больше, я меньше. Прощай, училище. А ну, друзья однополчане, поем нашу. Галя, Володя. Мы раньше всех встречаем небесами, видим с высот цветущие края. С бурей любой готовы мы поспорить, славной отчизны сыновья. Если вы с северей бьется, знайте, это мы летим, наша юность стремится к толку. Много песен на нас поется, на земле сверху виной крови. Наша земля отважный, как крылья, гордый размах.